Здравствуйте, друзья! Как ваши дела? I'm Natalie. Glad to see you on my channel Natalie Practical Russian. I'm teaching Russian and using this experience to create the Russian language lessons for you. Today you can learn Russian from my story. I'm going to tell you where I am now and what places I like to visit using prepositional case in Russian grammar. At the end of this video, I advise you to try to answer my questions. You can also find these questions in the description section. And please click the link in the description section to get my free resource with Russian phrases. You should subscribe to my email, okay? And now, let's get started. Еще раз привет! Сейчас я в Сербии. Я живу в Сербии. Я живу в городе Нови Саде. Это небольшой город, но красивый. В этом городе живет примерно 300 тысяч человек, если я не ошибаюсь. Мне нравится в Сербии. Мне нравится город Нови Сад. Да, каждый день я гуляю на улице. Обычно я гуляю в парке или в центре города. Сейчас я на площади в центре города. Я думаю, это главная площадь в городе. И сейчас я сижу на скамейке. Почему я в Сербии? Моя семья живет в России. Мои мама и сестра живут в России. Мои друзья тоже живут в России. У меня есть подруга, она живет в Италии. У меня есть друг, он живет в Германии. Но сейчас я не могу жить в Европе, поэтому я в Сербии. Да, я люблю путешествовать. Я работаю дома онлайн, я фрилансер. И я могу путешествовать. Например, моя подруга, она тоже любит путешествовать, но она работает в школе. И, к сожалению, она не может путешествовать со мной. Да, я люблю путешествовать. Я была в Италии, в Индии, в Финляндии, в Греции и в Китае. Я жила и работала в Китае. У меня есть разные интересные истории о Китае. Если вы хотите знать мои истории о Китае, напишите в комментариях, хорошо? Греция. Я отдыхала в Греции 2 раза, там тепло, хорошо. Также я была много раз в Финляндии, но в Финляндии холодно, как в России. Да, еще я была несколько раз в Италии. Я была в Вероне, во Флоренции, в Риме, в Венеции. Вы знаете эти города. Мне нравится Франция и Испания, но я никогда не была ни во Франции, ни в Испании. Я знаю, во Франции очень красиво, особенно в Париже. И я слышала, что Барселона удивительный город. Еще я не была в Америке и я не была в Англии. Я мечтаю, что я буду жить в Америке когда-нибудь. Ну, или в Канаде. Тоже вариант. Моя сестра была в разных странах. Она работает в авиакомпании, она много летает. Поэтому она была в разных странах. Я нет. Я была только... Сколько стран? Только в нескольких странах. Сколько? 6-7, я думаю. Сейчас я живу в доме. В этом доме 4 этажа. Да, также в этом доме есть лифт. Я живу на 2 этаже, где ключи в кармане. Ключи в кармане. Одну секунду. Заходим. Да, это лифт, но
я уже сказала, я живу на втором этаже. Иногда я езжу на лифте, но не каждый раз. Обычно я хожу пешком. Это моя квартира. На двери есть номер, и на полу есть коврик welcome. Да, welcome. Это моя квартира. Сейчас я живу в этой квартире. До этого я жила в отеле. Я жила в отеле 4 дня. Да, еще 5 дней назад я была в России. Вы знаете, я жила в Санкт-Петербурге. 5 дней назад я была в Санкт-Петербурге. Сначала я ехала на поезде до Москвы. Я была в Москве 1 день. Вечером в тот же день я ехала на поезде в аэропорт. Я была в аэропорту ночью. И уже утром я была в Сербии. Аэропорт в Сербии находится в Белграде. Белград – это столица Сербии. Поэтому я ехала на автобусе из Белграда до Нови Сада. И вот я здесь. Я в Нови Саде. Это квартира-студия. Я живу в квартире-студии. Я живу здесь 1 день, поэтому мой чемодан на полу, моя одежда еще в чемодане. У меня есть шкаф в комнате, и моя куртка сейчас в шкафу. Да, мой компьютер на столе. Еще на столе есть часы. Да, а где мой телефон? Я думаю, мой телефон в сумке. Да, мой телефон в кошельке, в сумке. И мой паспорт тоже в сумке. А где ключи? Ключи в замке. Да, я закрываю дверь внутри. Еще в этой квартире есть зеркало. Зеркало на стене. Также есть картина на стене и телевизор. Но я не смотрю телевизор. Я думаю, мне нравится эта квартира. Она милая. Я люблю завтракать дома. Обычно я завтракаю дома. Но иногда я пью кофе в кафе. У меня есть подруга в Сербии, в Нови Саде. Она учится в университете. Ее зовут Маня. И уже 2 раза мы пили кофе в кафе вместе. Еще вчера мы ужинали в ресторане вместе. Вчера у меня был трудный день. Я была в магазине, я была на почте, и еще я была в банке, я меняла деньги. Поэтому вчера я очень устала. И сегодня я хочу отдыхать. Вчера я слышала, как мои соседи играли на пианино. Я не играю на пианино, я не играю на гитаре. Я рада, что мои соседи играют на пианино, а не на барабанах, например. Да, мне нравится эта квартира, и я довольна, что я живу здесь. The prepositional case most often follows the prepositions в in at and на on at to express location and answer the questions где, where. I advise you to create your own story using these phrases, okay? Я живу в or на. Я живу.
and place where you're living now. We use the preposition on with the islands. For example, на Мальте, на Мальте, на Кипре, на Кипре, на Сицилии, на Сицилии. With countries we use preposition в. Okay, next. Раньше я жил в. Male form. Я жил в. Раньше я жила в. Раньше я жила в. Female form. And countries you lived before. Okay? Next. Я был в. And countries you have visited. This is male form. Я был в. And я была в. Female form. Я была в. Я была в Японии, я была в Англии, я была в Аргентине and other countries. Okay, next. Обычно я гуляю and places you like to walk. Обычно я гуляю в парке, в лесу, в центре. Next. Я завтракаю and places you like to have breakfast. Я завтракаю в, я обедаю, я ужинаю в. Okay? For example, я ужинаю на балконе. Я ужинаю на балконе. And last one, я играю. Я играю в or на. We use preposition в with sport games and we use preposition на with musical instrumentals. For example, я играю в футбол, в волейбол, в карты, в шахматы. Or я играю на пианино, я играю на флейте, я играю на гитаре. Okay, very good. And please try to describe what's around you. Where is your key? Where is your phone? Where is your computer now? Okay? Thank you for watching, and be sure to get my free material with Russian phrases and answer the questions to get more out of this video, okay? See you next time. I hope you enjoy it. Увидимся. Пока-пока.